Walk, children, walk, children, walk, children, in the light. Ну, я еще никогда не ездил один куда-то с палаткой, а тут сразу в Германию. В общем, интересно. Надеюсь, все будет классно. Надеюсь, погода не подведет. Надеюсь, не будет тухло. В общем, для меня это новый экспириенс. План какой? Я приезжаю на машине в приграничный город польский, кидаю автомобиль, в нем ночую и с утра стартую до Берлина. Одеваем сумки и погнали. Так, а я стартую с города Губин. Всем Андреям привет. Город какой-то интересный. Я пока еще сам ничего не знаю, но судя по карте, это один город, который разделен рекой и границей на две страны. То есть одна сторона города это Польша, а другая сторона города это Германия. Вот так здесь устроена граница. Стоит одна будочка с человеком, и люди свободно пересекают. Никаких вообще проблем. Вот о чем я говорил, что польская сторона здесь, а там за мостом уже немецкий Губен. Ну, я просто проехал и сказал день добрый граничнику и поехал дальше. Тут вообще пешеходный переход. Вот это Германия, там с той стороны уже Польша. Никаких проверок, вообще никого не стоит. Ходи свободно, как хочешь. Run, sorrow, run and hide. Run, sorrow, run and hide. Так, я уже полчаса в Германии, а все до сих пор ни пива, ни штрудель не попробовал. Должен быть здесь монтаж такой, я так беру и как молот Тора. Fly mountain into the sea. Fly mountain into the sea. Walk, children, walk, children, walk, children, in the light. Самое внимательное, возможно, заметить, что колеса разные на велосипеде. Первый признак это то, что одно черное, второе цветное, коричневым кордом. Но разница даже не в этом, а в том, что они разные по размеру. Это 650B сзади и 700C спереди. Почему так вышло? Потому что перед поездкой, буквально за 2 дня, барабан на задней втулке сказал Алексей стоять, накатался в этом сезоне. Но благо у меня оставался старый комплект колес, и я из этого комплекта колес взял заднее колесо и поставил его. Stand, fathers, day and night. Stand, fathers, day and night. Walk, children, walk, children, walk, children, in the light. Walk, children, in the light. Walk, children, in the light. Второй раз уже вижу такую вот изгороду. Я не знаю, что это, какая-то, как на масленицу столб, по спирали закрученные еловые ветки, и сверху на вершине береза. Еще какой-то флаг. Интересно. Заехал тут в первый город, попавшийся, который был по пути, чтобы поесть.
Конечно, ощущение от города очень интересное. Я не знаю, все города Германии такие или нет, но складывается ощущение, что здесь тише процентов на 30, чем любой город, к которому я привык. Люди стараются как-то здесь не шуметь. Самому хочется шепотом говорить, если честно. И я даже не про какие-то спальные районы, я в центре, я только что проезжал. Очень заметно, как на светофорах нету звукового сигнала. И это как будто очень много звукового шума убирает. Все, выдвинулся из города Котбус. Впереди новый регион Шпривальд. Там как-то развита культура и плавания на каяках. Ну, не на каяках, у них какие-то там свои плавательные средства, так скажем. Очень много каналов, даже по спутнику видно, что там мало дорог и много каналов. Вот, моя задача сейчас успеть желательно до 19:00, потому что, насколько я из интернета мог понять, немцы не очень любят, когда кто-то опаздывает. И если ты не успеваешь, надо предупредить. Я предупредил, но в одном кемпинге мне сказали: окей, мы тебе оставим ключ там в ящике. А вот сегодняшним я их предупредил, а они как-то меня заигнорировали. Не знаю, не хотелось бы, в общем, встрять, кого-то раздражать. Поэтому вот у меня 40 километров, и мне до 19:00 нужно попасть в кемпинг. Наткнулся тут случайно на какую-то изгороду. Называется это башня Бисмарка. Насколько я смог быстро узнать у нейронки, она говорит, что таких много по Германии натыкано. Это смотровая площадка, плюс вот сверху вот это задумалось как жаровня для факелов. Просто чтобы было красиво и мощно. Не смог я на нее не подняться. Так оно и манит. Чертовки вот эти башенки. Я только что вот учил Tut mir leid, ich spreche kein Deutsch. Зашел купить билет. Мне что-то немцы пытаются сказать. И я такой: sorry, I don't speak Deutsch. Вместо того, чтобы красиво сказать Tut mir leid, ich spreche kein Deutsch. Run, sorrow, run and hide. Run, sorrow, run and hide. Walk, children, walk, children, walk, children, in the light. Так, не успел я в кемпинг. Он как будто работал до 19, а я приехал в 19:07. Но на дверях написано, что он до 18 вообще работал. Короче, позвонил женщине. Она сказала: можешь ставить палатку, завтра рассчитаешься. Вот так я и сделаю. Надеюсь, что душ и электричество какое-то будут. Приехал я в кемпинг, поставил уже палатку. Пока ставил, был дождь. Как только поставил, дождь закончился. Ну, это классика. Однако то, что был дождь, пока я ставил палатку, наткнуло меня на мысль, что надо поставить так, чтобы если ночью пойдет дождь, то палаточка у меня будет стоять под деревом. Так, в общем, выехал я с кемпинга. Сегодня у меня тоже 100 километров. Сейчас поеду досматривать тот город, который вчера я торопился и не досмотрел.
насколько я понял из контекста, этот регион очень знаменит своими кишеными огурцами. Я не знаю, выглядят они вот так, ну, как обычный огурец. Не знаю, на вкус будет какая-то разница или нет, но здесь везде мерч огурцов. Возможно, даже шклов прикурит. Интернет тут не ловит, и не смог в переводчике ввести как по-немецки огурец. Пришлось просить кукумбер. Вкусно. Почти как бабуля делает. Но, конечно же, не дотягивает. Так, ну я поел и получил ответ от кемпинга. Мне там выслали код. Код от ящика, в котором лежит карточка с доступом к душевым, там, к зарядкам. Ну и в целом они знают, что я буду там тусить у них. Вот, поэтому все хорошо, все найс. У меня вообще теперь безлимит по времени. Автомат по продаже всяких джемов. Автомат устроен по принципу доверия. Надо что-то купить. Так, все, 3 евро пошло. Выбираем. Мне кажется, вот это нужно взять. Какой-то лавендер. Какой-то джем. И выломим. Так, ну приехал я на второй свой кемпинг, там, где у меня уже все договорено по поводу того, что я опоздаю. Вот шлагбаум закрыт. Сейчас буду пробираться согласно инструкциям, которые мне скинули. Зайти за шлагбаум, ввести код, забрать карточку, кинуть кости. Так, моя ячейка. Конвертик такой.
Доброе утро. Так, ну, вторая ночь прошла успешно. В целом было спокойно. Единственное, что ночью будило какие-то лисы, шарились по, ну, судя по всему, в поисках еды. Они, во-первых, все разворотили, во-вторых, что-то скулили, бегали. Мне пришлось встать, с велосипеда снять вообще все сумки. Так-то у меня на велосипеде оставалась всегда одна сумка с едой. Так, ну что я могу сказать? Я не могу найти свои круассаны, которые купил вчера, и пончики. И есть у меня ощущение, что они как-то умудрились стырить у меня прямо из сумки еду. Да, офигенно. Я позавтракал, уже поставил кофе завариваться. И вот нашел улики, реально лисы или, я не знаю, может это утки, вот эти ракетиры. Я теперь начинаю подозревать не только лис, но и вот этих уток. Хотя я четко видел, я с платки вырезал, фонариком светил, лиса что-то хавала. Блин, это на мой завтрак ела. Знал бы я тогда. Хорошо, хоть кофе не украли. Зачекинился я на ресепшене, заплатил. Этот кемпинг оказался дешевле, чем предыдущий. Там с меня 20 евро содрали, здесь 13. Сейчас еду в Берлин. Немного неприятно, конечно, что лисы мой завтрак сожрали. У меня такой план на него был. Я 2 круассана купил, сыр, пончики. Ну, остался только сыр. Потому что она не смогла, наверное, его вытянуть. Позавтракал в Макдональдсе. Следующая остановка — берлинские какие-нибудь достопримечательности, я надеюсь. Так, ну, по карте мост, но, как оказывается, тема с паромами меня не отпускает. Хорошо, что там что-то по средству какое-то в наличии. Зуб даю, что происхождение названия как-то связано с медведем. Типа Берлин. Типа логово медведя. Инфа 100. Но не проверено. Так, уже час дня, а я только начал свою экскурсионную программу. Похоже, без техника я сегодня не обойдусь. Суперсекретное место, которое мне посоветовала нейросеть. Это территория бывшего аэропорта. Поэтому сейчас я буду ездить по взлетно-посадочной полосе. Короче, насколько я понял, можно и к терминалам пробраться, и даже на наблюдательную вышку забраться. Потому что там есть указатели, все красиво. Но на это нужно время. У меня его сегодня дефицит. Поеду дальше смотреть тиколостки.
Я в Париже. А, это не то. Лимузин. Я в офиге из Берлина. Ощущается как какая-то огромная детская площадка для велосипедистов. Такая песочница, в которой ты можешь ездить, кататься, кайфовать. И все достаточно безопасно. Хотя и выглядит как хаос. Напоминает, как в странах Азии вот мотоциклы отвоевали себе проезжую часть, так в некоторых местах здесь так сделали велосипедисты. То есть нету никаких велодорожек и там прочего. Но они настолько отвоевали дорогу, что там автомобилисты просто боятся что-то влево-вправо. А велосипедисты как хозяева тут. Я в шоке. Насмотрелся всякого интересного, всякие эти киоски. Понимаю, что очень много еще не захватил. Тут кататься, не перекататься. Но силы уже заканчиваются, да и время тоже не резиновое. Поэтому буду уже двигаться в сторону вокзала. Купила себе билетики в кассе на велосипед и на меня. Вышло 24 евро. 20 на меня и 4 за велосипед. Ну все, приехал я в автомобиль. На этом путешествие мое закончено. Всем, кто смотрел, спасибо. Auf Wiedersehen. Вот если вас спросят, какая в мире самая большая статуя Иисуса, сразу вам в голову придет наверняка вот эта статуя в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, где он там на уступе стоит. Но, как оказывается, совершенно случайно я проезжал мимо. Самая большая статуя Иисуса, она находится в Польше сейчас. Вот так вот.